Ну, привет, Венеция. Хоть даже твоя погодка и не радует. Так, сейчас идем искать свое вапоретто. Добирались мы достаточно сложно. У нас было 2 перелета. Также был поезд 4 часа. Вот, поэтому у нас вообще хватило сил только сходить покушать. С трудом в темноте нашли свою квартиру. И штормовая погода не очень располагала к прогулкам. Первая наша пицца в Италии. Венецианская. Венецианская пицца. Что-то стоит каждая по 12, по 13 евро. Бар, как называется? Бар Купида? Купида. Бар Купида. Это в Канареджо, в районе Канареджо. Бим. Бим. Это утро уже следующего дня. Мы отдохнули, одеваем всю экипировку и торопимся на площадь Сан-Марко. У нас куплены уже билеты в дворец Дожей. Собирают мусор. Вапоретто. Мы сели не на ту вапоретто. Вместо Сан-Марко уехали в обратку. Нам сказали сейчас здесь пересесть на другой вапоретто. Мы уже, если честно, по времени опаздываем в дворец Доджи по времени. Может, это кладбище? Оказывается, это остров Сан-Микеле. Сейчас находится здесь кладбище, захоранивают венецианцев. Вот так мы попали. Да, какие-то надгробия есть. Сейчас остановку вапоретто так сильно трясло, что я аж оттуда...
наша остановка Сан-Закария. И здесь уже рядом площадь Сан-Марко. Я так понимаю, у Венеции ни сезона нету. Ну так же нечестно. Специально приехали не летом, чтобы поменьше народу было. Ну, посмотрите, что творится. Ну вот как. Это все в собор Святого Марка очередь. Она, в принципе, может, даже и быстро идет, но все равно стоять неохота время тратить. Дворец Доджи – одно из самых известных зданий города и символ венецианской власти. Дворец Доджи очень большой. Мы сняли его достаточно подробно, поэтому по нему выйдет в ближайшее время отдельное видео. Колокольня Святого Марка. С этой колокольни Галилео Галилей презентовал свой телескоп. Вид, конечно, открывается шикарный с башни Святого Марка. Там Гранд-канал начинается. Стоимость, кстати, билета 10 евро на человека. Слава богу, что есть лифт, потому что очень высоко подниматься. Но опять погода внесла свои коррективы. Мы пришли на бесплатную смотровую площадку Фондака де Тедески. Вот, долгое время здесь был почтамп у них местный. Сейчас здесь торговые центры и рестораны находятся. И вот наверху у них есть шикарная смотровая площадка, бесплатная. Записываться нужно на нее. За 3 недели мы на сайте, на их официальном, записывались. Я ссылочку под видео обязательно на сайт выложу. Но в связи с погодными условиями она закрыта. Хотя дождя сейчас нету, но все равно никого не пускают. Вот такая история. Ну, кому повезет с погодой, можно сходить. Цены на гондолы подорожали. Уже полчаса стоит 90. В такую погоду гондолы у них накрыты и не работают, и нам не удастся покататься. Кстати, оказывается, неправильно говорить гондолы, а правильно говорить гондолы. Гондолы асимметричные, сделаны в виде полумесяца. Это облегчает управление ей, потому что управление идет только с одной стороны, одним веслом. Изготавливают их вручную. Процесс занять может до года. Стоимость, по-моему, от 30 тысяч евро. Сейчас сядем на единичку, на Вапоретто, прокатимся по Гранд-каналу.
Это такси. Una tempesta, fai l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata è sola. Sempre da te, oh sole mia, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Me venne come una malinconia sotto la finestra, e resteria quando fa notte o sole se ne scende. Интересно, он так изгибается, да? Гранд-канал, да. Вот Трагета. Это та же гондола, только через канал переправляет за 2 евро. И даже, получается, Трагета сегодня не работают. Поскольку где-то человек по 6, да, там загружаются? Да, они загружаются, наверное, человеку по 6, это минимум. По 2 евро. Мы также обратили внимание, что очень много зайцев катается на вапоретто. Просто будьте внимательны, потому что вот за 1,5 дня мы попали на кондуктора. Подъезжаем к мосту Риальто. Сейчас мы здесь выйдем. Выглядит, конечно, все красиво и шикарно. Но так много воды, и к этому надо привыкать или всю жизнь здесь жить. Наша остановка, мы выходим. Un pezzo di pizza calda, calda. Sì.
А здесь, кстати, подъехали, а здесь уже, по-моему, гондолы работают. Здесь столько людей на мосту. К перилам не пробьешься. Голубка такая Да, я его не встал. перечистит. Там уже это. Может, пойдем повыше, чем повыше. Людей. Забрались мы на самый верх. Кое-как. Красота. Мост Риальто внутри. Ну, здесь бутики, магазины. Это другая сторона Риальто. Во многих венецианских домах выстроены вот такие вот, так где, вот такие вот террасы. Оказывается, это венецианки выходили и на солнце выбеливали свои волосы. Там дальше тоже видно. Хорошо это показано в фильме «Честная куртизанка». Я недавно его пересматривала. Классный фильм. Кто не видел, советую посмотреть. А кто видел, еще раз освежить в памяти. В Венеции есть необычный супермаркет в таком здании, которое построили в 1915 году. По нему будет отдельное видео с обзором цен. Звонок, имя, звонок, имя. Immer dieselben. Immer einmal in grün, einmal in rot und einmal in blau. Вот такие террасы, которые я показывала издалека на Гранд-канале. Делали венецианцы и использовали их именно женщины. Сейчас, конечно, у них другое предназначение. Ну, интересно. Ой, дождик пошел. Ой, дождик пошел, дождик пошел.
также имейте в виду, что абонементы на Вапоретто покупать намного выгоднее. Мы брали расчет, если сделать на одного человека, на двое суток абонемент стоит 35 евро. И на одного человека, получается, за 1,5 даже дня мы накатали на одного человека 76 евро. Ну и также на 2 человек. Получается, абонемент нам обошелся 70 евро. И 150 с чем-то мы накатали в общей сложности, если бы покупали разовую поездку на Вапоретто. Ой, ну что, нашли мы где-то нашу гондолу. Случайно увидели ее пустую, выскочили с Вапоретто. Слов непонятно, ты говоришь. Да, Вапоретто. столько слов непонятных. И произошло это все около моста Риальто. Вот так вот. Вот она, ее прямо сейчас здесь видно, ее форму. Что она не асимметричная получается. Немножко изогнута в виде полумесяца. А дождь-то моросит. Наша поездка по Венеции подошла к концу. У нас было всего 1,5 дня. Завтра утром мы уже выезжаем в Рим. Понравилась Венеция или не понравилась, если честно, даже не могу ответить однозначно. Двоякое впечатление осталось. Наверное, если бы было тепло, скорее всего, понравилось бы. Но так как мы попали в такую погоду, конечно, я бы сказала, лично я получила разочарование. То есть та картинка, которая была нарисована в мозгу перед отпуском, совершенно не совпала с реальностью. Мы не могли красиво одеться, мы не могли красиво сфотографироваться. Мы постоянно в этих целлофановых мешках и с этими капюшонами. И на ногах вот эти целлофановые сапоги. Не резиновые, они как целлофановые. Вот, ну, соответственно, и настроение уже было не то. Мы не смогли расслабиться, от души прогуляться и насладиться. То есть мы то от дождя прятались, то ежились. Как-то так. Наверное, если мы вернемся в Венецию, то, скорее всего, это будет только лето. Из-за погоды много чего не смогли сделать, но, возможно, это будет повод вернуться обратно. Всем удачи и пока.